Сегодня я расскажу вам, как мы придумывали новое меню для китайской пиццерии. Вообще встает вопрос, нужно ли нам новое меню? На самом деле да, потому что наша стратегия развития в Китае сейчас она очень сильно поменяется. Мы поняли, что доставка это не наш вариант, потому что на доставку работают уже все, даже бабушки на рынке с пирожками, и агрегаторы доставочные, они просто переполнены конкурентами, и наш бренд он теряется в этом шуме. Поэтому развиваться на доставку мы там просто не сможем в данный момент. Вторая причина, почему мы меняем стратегию, почему нам нужно подгонять новое меню, это то, что мы не очень хорошо понимаем китайский маркетинг. Он немножечко странный, и нам надо въехать в эту тему, поэтому это занимает много времени. Сейчас нам нужен другой вариант, и другой вариант на самом деле есть. Нам нужно делать пиццерию без доставки и без маркетинга. На самом деле такие модели, они как бы существуют. Это просто рестораны на большом трафике, потому что большой трафик сам по себе это уже маркетинг. Когда тебя каждый день видит 10 тысяч человек, 8 тысяч человек, это на самом деле очень классно. Ты платишь дорого за помещение, но при этом в стоимость помещения, считай, входит сам маркетинг. Но проблема, которая возникает, когда у тебя высокий трафик, это, естественно, как этот трафик конвертировать в заказы и как обслуживать такое большое количество человек. Мы предполагаем, что это будет около 1200 заказов в день. Сейчас в нашей пиццерии в самые пиковые дни качают 600 заказов на ресторан. Поэтому новое меню, оно также необходимо в плане техническом и вкусовом на самом деле. Но кроме нового меню нужна быстрая кухня. О быстрой кухне я расскажу в 2019, а о вкусном меню расскажу сейчас. Понятно, что когда ставят вам задачу, вам надо поехать придумать новое меню. Естественно, хочется встать и ехать, и делать. Но на самом деле это все равно, что голодным в Ашан идти, потому что вернешься с огромным мешком непонятно чего, и потом будешь думать, как из этого приготовить хоть что-то. То же самое с Китаем. Там огромное количество концепций, огромное количество ресторанов, кухня развита просто до невероятных форматов. И непонятно, что на самом деле нужно китайцам. Им нужны пиццы со скорпионами и куриными лапами. И чем они это все будут заедать, рисом или лапшой, ничего не понятно. И на самом деле нужно глубокое погружение до того, как ты приедешь и увидишь все это разнообразие, весь этот масштаб. Поэтому нам надо было понять, какие пиццерии, какие концепции, какие блюда, сочетания, ингредиенты популярны в Ханчжоу. Потому что на самом деле по всему Китаю кухня разная. Мы хотим в Ханчжоу открываться, нам надо именно про него. И даже в России это иногда проблема узнать, кто и сколько и что продает, насколько успешно. А в Китае с китайским интернетом эта проблема умножается на 10. Но на самом деле здесь нам помогли те же самые агрегаторы, из-за которых мы меняем свою стратегию, не из-за которых, из которых мы меняем нашу стратегию, потому что у них открытая статистика продаж, и мы в ручном режиме фактически можем подобрать топ-10 пиццерий по продажам, и у этих топ-10 пиццерий подобрать топ-10 пицц, которые продаются лучше всего. Из них мы их раскладываем на ингредиенты и получим самые популярные ингредиенты в Китае для пицц и других блюд. Кроме того, получаем много сочетаний различных, готовых рецептов и так далее, что нам в принципе помогает составлять хорошее меню. Естественно, мы смотрели не только на китайские компании, мы смотрели на, в принципе, международные компании, которые сейчас очень круто, быстро развиваются, которые известны, на компании, которые работают в том числе и в России. И, естественно, мы смотрели на KFC, Макдональдс и другие фастфуд-сети, которые также сейчас работают на китайском рынке с разной успешностью. KFC очень успешен. Смотрели на них, учились у лучших. Весь этот анализ привел к тому, что у нас появилась матрица из 80 ингредиентов. И, в принципе, 20 каких-никаких концептов пицц, которые мы должны были поехать в Китай и проверить на самих китайцах, нравятся они им или нет. Поехали мы в Китай. Снимали вообще, понятно, что исследование, разработка меню, это не только исследование продуктов, это исследование потребительских паттернов, это исследование того, как китайцы едят, сколько их приходит вместе, заказывают они одно на всех или каждый заказывает сам себе. В общем, много важных аспектов, которые надо было подсмотреть, поэтому Миша ходил с этой камерой всю дорогу на голове. Мы снимали, фотографировали все, что только можно снять, фотографировать, нас иногда выгоняли. Я уж не буду говорить, сколько менюшек мы оттуда привезли. Хочу поделиться какими-то инсайтами, которые мы увидели, потом перейдем к общей картине. Кроме того, мы еще проводили огромное, не огромное, фокус-групп такое приличное количество, мы провели 6 фокус-групп для того, чтобы понять, как людям наш продукт в принципе.
который мы придумали. Интересный инсайт, что вот многие из нас, например, в России любят рукколу. В Китае она только для декорации. Ее просто снимают с блюда, кладут на отдельную тарелочку и продолжают кушать спагетти. Ну, в общем, такой у них подход. В целом, со всех фокус-групп мы поняли, что итальянские травы, это базилик, орегано, рукколы и так далее, китайцам не нравятся. Они не любят травы с сильными вкусами, сильными ароматами. Им не нравятся также кислые вкусы, по крайней мере в Ханчжоу. От трюфелей они просто все убегают, им вообще не нравится этот запах. И, как ни странно, томаты они употребляют очень редко. Но тут надо сделать такое маленькое замечание, что черри-томаты для них это не томаты. Для них это фрукты, ягоды, они продаются во фруктовом отделе. Поэтому, в принципе, их можно использовать в пицце. Что интересно, один из основных ингредиентов пиццы – это пицца-соус, и он делается ровно из томатов, базилика и лимонов. Вот. Так что вообще удивительно, что у Pizza Hut там 2500 пиццерий на томатном соусе. В целом, если собрать все наши инсайты, то мы увидели такую картину. Пицца для китайцев – это все еще непонятный продукт. Это все еще продукт, которому они не очень доверяют. Поэтому, когда мы приносили наши концепты, они обязательно очень долго разглядывали его, оценивали его внешнюю красоту, потом начинали обнюхивать, потом начинали разбирать на ингредиенты, и потом уже начинали есть то, что осталось. Вот. Поэтому на самом деле в Китае, понятно, что это для всех стран свойственно, для всех людей оценить внешность еды, запах, аромат и только потом есть. На самом деле в Китае это намного сильнее выражено, и этому надо уделять гораздо большее внимание. По поводу внешности, в принципе, очень легко понять, нравится им пицца или нет, потому что, когда мы приносим пиццу на фокус-группе, все начинают доставать телефоны, фоткать, обмениваться мнениями, начинают громко общаться, в общем, им очень нравится. А когда не нравится, никто ничего не фотографирует, и уже понятно, что концепт не зашел. И нужно перерабатывать, чтобы быть полностью уверенным в своих блюдах. Также мы узнали, что, несмотря на то, что китайцы практически вообще не едят сыр, в повседневной жизни, в пицце он им очень нравится, потому что он тянется. Я не знаю, в чем прикол, почему им нравится тянущаяся моцарелла, но вот это очень крутой инсайт, потому что они реально, когда мы делали свежую пиццу, прям поднимали, этот сыр тянулся, они все начинали кричать «Вау, вау, вау!», фоткать. Не знаю, как это все сходится. В целом мы отработали 18 концептов пицц. Частично из 20, естественно, мы что-то отбросили, потому что были не уверены. Очень много мы изменили в этих концептах изначальных. И в целом получили очень хорошее меню, которое, кроме того, что оно проработано, оно укладывается вообще на китайскую кухню, но оно еще и легко для понимания, потому что основной ингредиент в пицце всегда один. Это либо курица, мясо, утка, это морепродукты могут быть. И пятая группа пиццы – это дуриан, фруктовые и сладкие пиццы. То есть это меню, по которому очень легко понять, что ты сегодня будешь есть, что ты хочешь. Расскажу про две пиццы, которые особенные, на мой взгляд. Первая – это пицца с тофу. В чем ее особенность? Она реально стала прям звездой китайских инстаграмов, потому что тофу – это традиционный ингредиент для Китая, но в пиццах его никто не использует. И когда мы это сделали, то китайцы, во-первых, очень удивились сначала, а во-вторых, очень удивились, когда попробовали, потому что сочетание получилось действительно хорошее, им оно очень понравилось. И вторая пицца – это тоже одна из таких топовых пицц, я думаю. Это пицца с лососем и креветками. Когда мы сделали первый концепт на проработку на томатном соусе, китайцам он не очень понравился, они сказали, нормально, но надо докручивать, ребята, надо докручивать. И мы добавили соус 1000 островов. После этого просто посыпались лайки, любовь, и, в общем, концепт зашел, и я думаю, это будет один из топовых концептов. И на самом деле, ребят, я хочу сказать, сегодня обращайте внимание в Додо столовой на стол, потому что иногда будут появляться сегодня китайские пиццы, будем показывать вам, давать пробовать. Но не будем объявлять, чтобы это было сюрпризом. В целом, в следующем году расскажу, как будет работать пиццерия. А пока на сегодня все. Всем хорошей недели, всех с Новым годом. Поздравляю и спасибо.